Продолжаем наш обзор дайв-сафари на Мальдивах. Кто не смотрел наш первый выпуск со Скуба Спа, очень рекомендуем. Там вы найдете полный обзор нашей яхты, увидите пару необитаемых островов, первые дайвинги и наше первое знакомство с китовой акулой. В этом втором выпуске мы продолжим знакомить вас с подводными обитателями Мальдивского архипелага. Вы увидите наши встречи с огромными мантами, китовыми акулами, и я расскажу про мои первые в жизни погружения с аквалангом, вернее, мои впечатления. Надеюсь, это будет интересно тем, кто только-только заинтересовался дайвингом. Друзья, если вам нравится наша работа, не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ваши лайки и комментарии помогают нам поверить, что канал нужен и интересен.
манта или морской дьявол. Так еще называют это величественное и абсолютно безопасное животное. Манта на испанском означает плащ, а морской дьявол – это из-за их рогов-плавников. Чарующее зрелище, не правда ли? Движение мант по морским глубинам напоминает неспешный полет или парение над поверхностью дна, нежели плавание. Животное выглядит умиротворенным и расслабленным. Да, вы не ослышались, именно животное. Они размножаются, яйца живорождением. Своих детенышей самочки вынашивают около года. Питается манта планктоном, ракообразными и мелкой рыбой. В охоте за планктоном морские дьяволы преодолевают иногда до 1000 километров, и добывают они планктон интересным способом. Выстраиваются в длинную цепочку и замыкают ее, а затем быстро двигаются по кругу, тем самым создавая торнадо под водой. Эта воронка засасывает и удерживает планктона в плену. Вот тут-то и начинается у мант настоящий пир. Wow. Oh my gosh, it's so beautiful. Oh my gosh. Come on, come on, come on. Ути. I just walked out here. Wow. Oh, that is so cool. Wow. Когда я собиралась на дайвинг-сафари, у меня и в мыслях не было, что я могу тоже попробовать погрузиться с аквалангом.
Дайверы – это для меня в первую очередь смелые и выносливые люди, которые ничего не боятся. Мало ли там что может случиться под водой. Но когда я узнала, что смогу попробовать сама, сначала стало страшно, а потом любопытство взяло вверх. Еду второй раз, да, ведь первый раз видео не получилось, придется сделать это второй раз, но уже не так страшно, уже потому что знаешь, на что ты идешь. Надеюсь, второй раз будет лучше. Итак, мы отправились на необитаемый остров. Мне нашли подходящий костюм. Вы видите, что я нервничаю и боюсь. Так в чем была проблема? Во-первых, мы погрузились недалеко от берега, но на краю крутого спуска. Дальше для меня была бездна, и я очень боялась, что скачусь прямо туда на глубину. Это сейчас кажется смешным, ведь рядом инструктор, но инстинкт самосохранения у меня всегда на первом месте. Поэтому я так смешно машу руками, пытаясь уплыть от опасной черты. Во-вторых, я совсем не умею плавать с ластами, поэтому скрестить руки на груди, как это обычно делают дайверы, и двигать только ногами для меня было огромной проблемой. Потом мне казалось, что вода заливается в уши, и как бы мне это ни навредило. В общем, погружаться без какого-либо предварительного инструктажа все-таки было неразумно с моей стороны. Как котенка бросили в море. Но с каждой минутой появлялась уверенность, я успокоилась и стала ровно дышать, а это самое важное. И дышать ртом, конечно, очень необычно. У меня пересохло в горле, и я не знала, как с этим бороться. Второй раз погружение было куда эффективнее. Вы видите, как раз второе мое погружение. Первый раз, к сожалению, у инструктора не сработала камера, а мне бы очень хотелось посмотреть, как я выгляжу в первые минуты с аквалангом. И вот результат моего экспириенса. Мне захотелось пройти курс дайвинга и погружаться вместе с Володей. Потому что когда он показывает видео, которое отснял на глубине, зависть потихоньку подкрадывается. Я тоже хочу увидеть это. Это второй раз уже не так страшно, как первый. Если бы мне кто-то сказал, что еще не надо плыть, а надо все время вот так вот держать, смешно, да. Я бы, может быть... Да, и ногами работать. Ногами я вот так вот не умею работать, я вот и не научишься. старалась. Но почему нельзя плыть, я не поняла, потому что все время надо вот так. Непривычное чувство, к этому надо привыкать. Но, во всяком случае, я себя уже расслабленно чувствовала под водой. Увереннее, да. Уверенно и наслаждалась рыбками.
Вдвоем, да. Мальдивских островов, необитаемом острове. Мы на необитаемом острове. Вот таком маленьком. Да. Now more? For me, that's a very good experience. Excellent. I want to continue it. Tomorrow. And they have tomorrow to dive. They are lucky. Yes. Thank you. And your family also you come bring to dive because of that, Yeah. in order for them to accompany you. It's a very big experience for me. Up and down. Yes. It's a nice time. Middle is boring. Up is good, down is good. Right. Yes. В поисках китовой акулы все волновались. Очень хотелось увидеть настоящую, огромную красавицу вблизи, в глубинах океана. Чтобы обнаружить место, где можно встретить китовую акулу, наши инструкторы заняли наблюдательные позиции на носу, корме и на самой верхней палубе нашей дони. Но и мы тоже внимательно вглядывались в толщу воды. Вдруг покажется огромная пятнистая голова. Вот вы видите скопление лодок и дайверов, и людей в масках. Наверное, хоть одну китовую акулу тут нашли, но нам в такую толщею не хотелось. Мы решили им не мешать, а отправились искать свою акулу. По пути мы увидели стаю дельфинов, которые резво плыли на перегонки с нашей лодкой. На поиски китовой акулы обычно выделяют целый день. 2 погружения. Бывает, что из первого дайва удается найти акулу. Но с первого раза не получилось. Конечно, все погружались с большой надеждой. Авось повезет, но не судьба. И тем не менее, несколько очень интересных рыбок и кораллов таки на дне увидели.
Второй заход. Наш инструктор, Джавид, словно сошел с обложки журнала. Так колоритно смотрятся его дреды. И вот, наконец, вот она, наша красавица, большая китовая акула, причем самка, что довольно редко в этих краях. Под водой наш восторг и радость можно было выразить только таким способом. Yeah. Almost. Minus. Yeah. I see nothing. I did not see. I don't want to see. Как после вчерашней акулы не страшно дайвить? Наоборот, еще больше тянет. Да ладно, Снимать ее вблизи, поцеловаться с ней, не надо поцеловаться с акулой. Да я с тобой потом больше. погладить эту нежность. Да ну конечно. Во-первых, ты знаешь, что дотрагиваться нельзя ни до кого. Ну да.
Володя смотрит на акулу, засунул руку туда, а там акула огромная. И ты ее видишь? Внизу акула, и Володя пошел на нее смотреть. Вот прыгнул. Ну что ты будешь делать? Вот 4 человека. Внизу огромная акула. И они поплыли за ней. Ну вот как его отговорить? Я не знаю. Один разочек показалась наверху. Любители акул. Я ни за что туда не прыгну. Все плывут за акулой. Ты ее поснимал? Володя ее поснимал. Да, на камеру. Вот это да! Вы только посмотрите, какая красивая! Пятнистая. И вот ребята ее хотят... Ой, она к ним поворачивается. Вот это кадры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот они за ней плывут, за хвостиком, она впереди. Ее, наверное, снимают на камеру. Вау, вау, вау! Вот она, красавица, выплывает. Она просто огромная. И ребята не боятся, я бы побоялась. Что тобой руководствовалось, когда ты прыгнул к акуле? Вот зачем ты туда прыгнул? Ну вот, я уже прыгая вниз услышал истошный вопль Лены: «Володя, не делай это!» И прыгнула, но она Конечно. огромная, ты ее успел Она посмотреть? громадная, естественно. Она слушай. такая же, как вчера была Такая же, вечером? как вчера была, с таким Может, огромным это, ртом, да. пятнистая. Но она ко мне задом повернулась. Ну и тебе вообще не страшно было, что ты вот Я прям... знаю, что она не кусачая. Поэтому
Ну ты смелый, ну ты смелый. Самое главное, что все кадры сохранились, есть кадры на акулы под водой, замечательные огромные акулы, поэтому видите ролик «Вояж дилетантов», это будет. В общем, Володя не побоялся, да. Ну, ты прыгнул одним из первых, а потом вон сколько прыгнула. Ну, я, например, побаиваюсь, я не знаю, как все. Ну, ты смелый. Не зря, на самом деле. Да. Очень смело, если ты знаешь, что акула не кусучая. Она Ну, большая, всё-таки, не кусучая. ну, Ну, хвостиком может махнуть, конечно, так, что тебя вылетишь. Ну, не знаю. Китовая акула – это крупнейшая из существующих в настоящее время акул и самая большая в мире рыба. Существует мнение, что китовых акул на всей Земле осталось не более 1000 особей. Сейчас этот вид находится на стадии вымирания и занесен в Красную книгу. Китовая акула, питающаяся в целом планктоном, не представляет абсолютно никакой угрозы для людей. Эта инертная, вялая, медленно плавающая рыба никогда не нападает на человека, так что вы можете спокойно подплывать к ней, она никак не реагирует. Однако китовая акула может быть потенциально опасной, если она ранена, например, если рыба загарпунена. Придя в ярость, она может разбить шлюпку или утопить человека ударом хвоста, так что не стоит ее провоцировать. А с вами по-прежнему «Вояж дилетантов». Пишите комментарии, пишите, что понравилось, что не понравилось, тоже пишите. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Там-пам-пам-пам-пам-парам.